Всех приветствую на канале Бенди Крипто, меня зовут Никита Грин Бенди, и в этом видео я расскажу, почему я удерживаю свои ноткоины, почему я их докупаю и что я жду в дальнейшем от этого проекта. Поэтому влепите лайк, подпишитесь на мой канал, а мы начинаем. Если открыть график ноткоин, то кажется, что это какая-то скамина. Она выросла на кучу процентов и начала укатываться. И на данный момент цена от пика упала на 72%. Вы, наверное, посмотрите и скажете, ну его нафиг, я продаю все и ухожу. Но сейчас вам скажу кое-какие ончейн метрики, которые нам говорят об обратном, о том, что киты в этом вот диапазоне, в этом боковичке накапливают токены. Смотрите внимательно. Погнали. Во-первых, криптобаза. Я выложил такую новость. Это мой закрытый телеграм-канал. Если что, ссылочка на него в описании. Аналитики из Into the Block зафиксировали значительное увеличение числа китов, активно скупающих ноткоин за последний месяц. Наибольший интерес к токену наблюдался на прошлой неделе, когда крупные игроки, похоже, начали активно накапливать актив. То есть киты на данный момент начинают жесточайшим образом скупать ноткоин, несмотря на падение цены, несмотря на то, что он стоит в боковике. Это ли не знак, что киты накапливают свою позицию перед каким-то важным событием? А что это за событие, я скажу чуточку позже. Поэтому мы можем сделать вывод, что этот боковик, ну зачастую так и происходит в криптовалюте, что график становится боковик, там происходит либо распределение, либо смена рук, либо реаккумуляция, аккумуляция. В данном случае проходит аккумуляция, где крупный капитал накапливает токены. Мы даже можем посмотреть по метрикам. Маркеткап проекта составляет $80 миллионов. И смотрите, примерный объем 100 миллионов. Вот 186, 100. Короче, в среднем 100 миллионов средний объем торгов в сутки. Это говорит о том, что интерес к проекту есть, даже несмотря на то, что цена на дне. Это хороший показатель. Это говорит о том, что токен не умер. Как думают некоторые, что вот ноткоин упал, все, он больше не восстанет. Нет, блин, у него торги 100 миллионов каждый день. Далее смотрим показатели Ton Ecosystem. Ноткоин это второй токен в экосистеме Ton по капитализации и по активным кошелькам, холдерам. Короче, ноткоин на втором месте находится по капе среди всех проектов в экосистеме Ton, потом идет DOX. Эти два проекта по-настоящему, ну даже вот эти вот три проекта по-настоящему можно назвать тир-1 проектами. Все, что ниже, это уже там тир-2, тир-3. Вот, поэтому ноткоин занимает вторую позицию в экосистеме Ton. Экосистема Ton потихоньку развивается, находится на 21 месте по TVL. TVL это заблокированная стоимость, то есть в экосистеме Ton заблокировано $400 миллионов. Ну, те, кто закидывали бабки в стейкинг, чтобы получать доходность. То есть на $400 миллионов заблокировано доходности. И да, это показатель не самый топовый, но Ton потихоньку двигается к верхам, и ему есть еще куда расти. Количество активных адресов в экосистеме Ton перевалило за 100 миллионов. То есть еще в июне было только 36 миллионов, сейчас уже 100. То есть это количество активных адресов в Тоне растет с каждым днем. Это тоже показатель того, что Ton экосистема развивается. Далее заходим мы в количество холдеров ноткоина. 2 миллиона 883 тысячи холдеров ноткоинов. И это только он-чейн, то есть внутри блокчейна. А есть же холдеры, которые держат еще в приложении, на балансе приложения. Они тут не учитываются, а поверьте, тех, кто получил свои ноткоины и оставил на балансе, их очень много. Плюс в ноткоин сейчас можно всякие, выполняя задания, зарабатывать ноткоины. Об этом у меня было отдельное видео на канале, можете его найти, ознакомиться с ним, но будет, если что, в описании. Также вот эти все холдеры, посмотрите, в топ, там, сколько получается, топ-10 кошельках сосредоточена большая часть эмиссии ноткоин, и они могут управлять ценой и отправлять ее куда захотят. И все эти топовые холдеры, они не продают, они лишь накапливают. То есть ребята знают что-то и накапливают ноткоины на своих балансах, там на миллионы и десятки миллионов долларов у них лежит ноткоинов. Я не думаю, что киты просто так будут покупать актив, который вот так вот скамится вниз. Поэтому это тоже нам что-то дает. Ну, дает осознание о том, что проект не просто так живет и будет жить дальше. Также хочу вам сравнить немножко с Aptos. Да, у меня тут расчерчен график, потому что я торгую Aptos часто. И смотрите, как происходило. Слив, памп. Сейчас похоже вот на эту ситуацию, когда график просто ничтожно просто сливают в нулину, и что потом происходит? Происходит опять памп. Ну, это лишь такой пример. Не факт, что так будет, но очень даже похоже. Кстати, график DOX очень похож на график ноткоин в начале, тоже DOX сразу с листинга сливается. Я в DOX тоже верю. Вот он у меня отдельно добавлен. Я тоже верю и докупаю их токены, потому что там тоже есть про что поговорить. Можем, если что, в следующем видео разобрать, почему я верю в DOX и почему он выстрелит. И давайте тоже перейдем к той самой новости, почему же ноткоин выстрелит. Кстати, количество китов ноткоин находится на втором месте после Dodge. Ну, тут забыли добавить DOX, но ноткоин находится на втором месте, потом Кэти, Шиба, Хамстер, Бонг, Пепе, Виф и другие люди. Вот так вот. Реально в Тоне огромное просто количество кошельков и огромное количество холдеров. И вот та самая новость. Это Launch Pool. Это то место, где мы сможем стейкать наши токены ноткоин, то есть мы наши ноткоины закидываем в пул, бассейн так называемый, и за это будем получать доходность в других токенах. В данном случае на примере NotPixel и токен Build. То есть мы сможем наши ноткоины стейкать. Что нужно, какой фактор для цены нужен, чтобы она
она росла. Нужен спрос. И вот вам, пожалуйста, продукт, который будет порождать спрос на проект Notcoin. То есть люди будут покупать ноткоины, чтобы их стейкать, чтобы получать другие токены. И те, кто холдит свои ноткоины, уже смогут их закинуть и наслаждаться доходностью. Я не знаю, какие будут доходности, но когда это запустят, я думаю, цена ноткоин сильно вырастет. Поэтому пока еще не запустили лаунчпул, у вас есть время, чтобы накопить позицию. Опять же, это не финансовая рекомендация, это лишь мои действия, которые я предпринимаю в этом рынке, основанные на реальных факторах. Все, как поступать вам, думайте сами. Вот эта новость, которая вышла недавно, 15 октября, очень буллиш, и она подкрепила мою веру в проект, потому что, блин, это породит спрос на токен. И в этом лаунчпуле могут выходить топовые тоновские проекты, и это будет стимулировать покупать людей Notcoin. Также еще почему токен будет расти? Во-первых, они постоянно сжигают свои токены. Совсем недавно, тоже у нас 9 октября, было еще одно сжигание токенов. И чем меньше становится токенов в рынке и больше спрос, тем выше цена. И у них дефляционная экономика, то есть количество токенов уменьшается, а не увеличивается. Поэтому это тоже фактор, который повлияет на рост цены. Ну, как бы два топовых проекта сотрудничают вместе, Ton и Dox, поэтому они могут мутить реально классные вещи. Также они запартнерились с тапалкой от Binance. Короче, тут реально движуха идет полным ходом. Они еще постоянно публикуют soon, типа скоро что-то будет, подогревают к чему-то. Короче, вот probably nothing is coming. Мне кажется, они реально что-то готовят мощное. И поэтому у меня вот такие вот мысли по проекту. Опять же, все данные я вам показал, предоставил всю статистику, на которую я опираюсь. Вы можете тоже посмотреть все графики, это все публично. On-chain, количество холдеров 3 миллиона человек, которые только накапливают. Ну, некоторые продают, конечно, но большинство накапливает. Киты, которые накапливают. Вы все это можете следить, количество кошельков. Это все публично смотрится. И если вам понравилось такое видео, если вы хотите больше разборов других проектов, то, пожалуйста, влепите этому видосу лайк, напишите свой комментарий, а мы с вами увидимся в следующих видео. Кстати, не забудьте подписаться. Всем удачи и всем пока!